Итак, приветствую всех на своем канале Керман Бай. Видео пойдет про Passat B3. Ремонтировать будем вот такую рукоятку. О, слышно? Скрип где-то здесь. Я думаю, будет слышен. Один раз нормально, другой раз совсем ненормально. В ту сторону все хорошо. Это все происходит из-за плохого контакта. Из-за плохого контакта не в реле, который здесь находится, а я предполагаю, что все-таки вот в нашей стрекозе, именно в этой рукоятке. Ну и чтобы ее сделать, отремонтировать, можно просто ее заменить, а можно отреставрировать. То, что мы и будем делать. Будем реставрировать нашу рукоять. И посмотрим, что с этого получится. Нужно снять, конечно же, в первую очередь нам руль. По-другому никак. Если кто, кстати, вот упирается потом, как же контакты правильно подключать, да, в принципе, никакой роли здесь не играет. Или вот синий сюда подключится и коричневый наоборот. Или как-то по-другому, ну, места поменяете, имею в виду. Никакой роли это вам не сыграет. Подключайте как хотите. Итак, я уже сломал здесь вот эту вот шпилечку, которая вот здесь, вот видите, она у нас ходит. Здесь я всегда ее ломаю и потом паяю. Вот она. Ну, тут не страшно немножко подпаять, и она будет работать. Обычно у меня ломается на самом низу. Ладно, дальше откручиваем руль. Перед тем, как снять руль, его нужно выставить прямо, чтобы он стоял, ну, как у вас получится на глаз. Также его нужно будет назад поставить, чтобы у вас потом поворотники срабатывали как надо. Если вы косо поставите руль неправильно, то у вас какой-нибудь поворотник, левый или правый, начнет просто заранее вырубаться. Вот, в принципе, и все. Лучше выставить как положено, и руль тогда будет стоять ровненько, красивенько, и поворотники будут включаться как положено и отключаться. Так, погнали откручивать. Как-то так стало просторно, удобно. Вот сколько места, когда руля нет. Дальше нам нужно снять вот эту вот защиту. Защита, ну, по-моему, у нас держится на двух каких-то шурупах. Сейчас мы их увидим, родные ли они или нет. И здесь второй. Вот, сразу начинает раскрываться. Ага, ну да, почти родной. Что здесь? Ну да, и здесь почти родной. Хотя... Так, дальше нужно снять вот эту фишку. По двум сторонам ее берем. Опа, одну сняли. А вторую, по-моему, мы не снимем. Сейчас посмотрим. Она хочет, да, и вторую сняли. Все нормально. Дальше откручиваем болтик раз, болтик 2 и болтик 3. Здесь ну, аккуратнее, здесь лепесток на сигнал у нас восстановленный, кстати. Вот я его, кстати, как восстановил, хотел когда-то показать его восстановление. Вот здесь это место полностью было протерто. Вообще, дырка была. Я здесь взял кусок такого меди и напаял. Вроде бы уже сейчас год больше даже работает. Ну, стирается, конечно же, но не страшно, еще работает. Так, болтики наши открученные выняли. А что дальше? А что дальше? Здесь фишка. Здесь фишка добавилась. И еще одна фишка. Так. Опа. Да, вот эту фишку открутить нам надо. Не открутить, а достать как-то надо. Обычно она тут с двух сторон зажимается. А тут что-то непонятки. С одной стороны какая-то... Ну, за эту хрень держалась с одной стороны. Ну, как-то уже должна она выходить. По идее, наша стрекоза. Чтобы не раскручивать дальше, вынимаем ее вот таким пробуем варварским методом. Не хочет, неудобно, но рукой все показывать, конечно. Как это варварским методом оно вообще достается. Сейчас мы, возможно, отсоединим вот эту часть, которая нам нужна. Она, кстати, отлетела. Лучше, конечно же, снять вот эту вот верхнюю часть, открутить два болта, это несложно. Что мы, наверное, и будем делать дальше, чтобы ее не доломать. А может и не будем, так как она уже вышла. Вторая часть. Так, это у нас первая часть, которая самая первая вставляется. Она рабочая, мы ее трогать не будем. А вот эта, которая проблема с поворотниками, мы ее будем как-то разбирать. Пока не знаю как. По-моему, я ее уже разбирал, но просто уже было это давно. Как всегда, все забывается, так что... Будем изучать по-новому. Итак, как-то надо это все дело разобрать. Вижу пока только один шуруп. Вот такие защелки у нас стоят. Я так понимаю, их лучше не ломать, но они уже у меня надломаны. Как всегда, соседи начинается ремонт. Все остальное. И без этого никак. Так, вот как-то уже
Нужно будет это дело подпаять, я так понимаю. Да, уже все отломал, короче. Ну и не пускает, что-то не пускает. Что-то связано вот с этим нашим сигналом, это 100%. Потому что упор здесь идет именно где сигнал наш. Будем пробовать как-то так. Если обломаем, то придется спаять. Итак, как у нас должна ручка это работать? Вот. Вот. Это у нас что? Вот мы. Эта правая сторона у нас работала нормально. Нам надо левая. Щелчок уходит в эту сторону. Значит, где-то надо здесь искать контакты. Так, рукоятка у нас здесь вот держится. Все изучаем, не торопимся. Изучаем. Опа, язычок. Я вот этот отщелкнул, и все вышло. А вот и наши контакты, которые отвечают за все. Один контакт я вижу такой смазанный, хороший. А второй наш контакт, он весь стерся. И это очень плохо. Очень плохо. Вот один у нас хороший, а второй стертый. Вот из-за этого, скорее всего, что такая беда. Контакты я собираюсь взять. Не знаю, получится или нет. Вот с мобильного телефона. Что-то похоже с Nokia. Попробую их отрезать и впаять сюда на место, где они слизаны. Вот видно даже, где вот такие более-менее контакты. Вот это не видно, что есть ступенька, и их хватает. А здесь они просто уже сравнялись с площадкой. Мне нужно их просто восстановить. Так. Немножко кислоты. Залудить наши контакты. Куда вылез? Куда? Кто тебя просил вылазить? На место. Итак. Ну, в принципе, уже я восстановил контакты, поднял их немного простым припоем. Уже они будут работать, по крайней мере, должны работать. Но они быстро слижутся. Нам нужно что-то с более жесткого металла. Вот эти контакты, они такой жесткий металл, плюс пружинный какой-то. Ну, должно, короче, подойти. Ну, в принципе, и все. Вроде бы я восстановил. Бугорки есть, так как на этих. Возможно, можно было бы и больше, но, думаю, этих достаточно будет и надолго хватит. Ну, соберем, увидим. Итак, нужно же теперь собрать. Итак, осталось собрать нам все на место и запаять кое-что. Так, и согнуть назад вот этот контакт, чтобы не обломался. Опа. Наш контакт должен обсесть. Вот, наш контакт сравнялся. Так, здесь защелкнулось. Здесь защелкнулось. Здесь защелкнулось. Считайте защелки сами. А здесь у нас обломалось. Ну, мы сейчас запаяем. Итак, ну как-то вот собрали, спаяли. Вот где-то у вас получится и получше это все сделать. Ну, смысл я уже показал, что можно разбирать, ничего в этом страшного нету. Все разбирается, реставрируется. Пойдем, короче, слаживать и проверим. А так, может, заранее еще хвалюсь. А так заранее, возможно, еще и хвастаюсь, вдруг она не работает. Пойдемте собирать и проверим. Так, устанавливали. Еще лего нужно сложить правильно. Наша лего. Так, контакты в контакты. Вот она должна целая такая получиться у нас. Штука с 2 штук. Какие-то волосы императрицы. Так, ага. Болтик я забыл зажать, закрутить. Ну, я буду рассуждать так. Проще, наверное, перебрать вот эту нашу стрекозу, чем купить. Ну, по крайней мере, дешевле. Потому что она уже хороших денег стоит, хорошая стрекоза. Попробуем ее назад садить, как мы доставали. Опа. Вот и все, она на месте. Прикручиваем сразу же 3 наших болтика. Прикрутили, ставим на место фишки. Так, мы уже не собрали до конца, уже можно проверить. Включаем зажигание. Зажигание включили. И поворотник наш работает.
Там уже у нас работал. Ну, заодно нужно проверить. Еще раз. Ну, помните, да? Ну, помните. Все отлично работает. Ну вот, еще раз. Ну вот, много раз. Но все равно работает. Он работает. Так что все, можно восстанавливать. И будет у вас тоже работать. Ставим руль ровно-ровно. Как и стоял. Так, это у нас шайба там мешает. Шайба. Опа. Руль поставили ровно. Вот наша шайба. Уже стоит круглая. Гайка. О! Итак, осталось нам поставить наш сигнал. Контакты без разницы, как тут ставить. Я, если честно, никогда не смотрю. Ладно, блин, одной рукой неудобно. Вот видите, как оно идет. Вот черный сюда напротив и, значит, коричневый сюда напротив воткну. И защелкну просто. Ну вот, в принципе. Так, собрали мы всю нашу систему. Включаем зажигание. Проверяем поворотник. Все отлично. Проверяем несколько раз. Все отлично. Правый работал. Аварийка. Работает. Так, дворники на всякий случай работает. Это большие положения, все работают. Сигнал. Все отлично. Ну все. Так, работу я проделал не зря. Сэкономил деньги, восстановил только всего лишь один контакт. На одном контакте два контакта, или так лучше сказать. В принципе, на этом все. Подписывайтесь обязательно на канал. Ставьте лайк обязательно. Поставьте колокольчик, чтобы не пропускать дальнейшие видеоролики. Ну и в принципе на этом все. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.